Всем привет! Сегодня у нас на столе ноутбук от компании Lenovo. Это 17-дюймовый Legion с видеокарточкой 3060 и процессором от AMD. С данным чипом мы уже знакомились на примере ноутбука Acer Nitro. Ссылку на его обзор можете посмотреть вот здесь. Данная же модель отличается 130-ваттным энергопотреблением против 80-ваттных в Acer Nitro. Насколько это значимо, попробуем разобраться именно сегодня. Приступаем. Мне очень нравится его дизайн. Цвет они назвали Phantom Blue. Узнаваем, выделяется среди конкурентов. Выступающая задняя часть роднит его с известными игровыми ноутбуками. Выглядит строго, без ярких и вызывающих элементов. Надписи Lenovo на крышке и топкейсе смотрятся как бирки. Также, если присмотреться, можно увидеть значки с буквой Y в интересных местах, показывающего принадлежность к игровой серии. Ну и на крышке большая переливающаяся надпись Legion. В целом все ненавязчиво и очень гармонично. Огорчило отсутствие RGB подсветки и странность с подсветкой значка на крышке. По факту ее нет, хотя на официальном сайте Lenovo и сетевых магазинов на картинках значок явно светится. Все подсвеченные элементы, как и присутствие металла в отделке, Lenovo ставит для серии Pro. Собран отлично, хоть и весь из пластика, но из очень качественного. Тест MacBook проходит, можно развернуть на 180 градусов, хотя никогда не понимал, зачем это может пригодиться, экран же не сенсорный. Петли надежные, люфтов нет, клавиатура не прогибается. Ноутбук включается при открытии крышки. Интересная функция, но ее можно отключить, если надо. Вообще у данного ноутбука доступно огромное количество интересных настроек в программе Lenovo Vantage. Пробежимся по ним. Отсутствие кнопок для макросов решили компенсировать использованием нумпада, но мне кажется, слева от клавиатуры отдельный ряд был бы гораздо удобнее. Дальше хочу выделить ползунок, который позволяет включить поддержку Optimus после перезагрузки, тем самым выиграть в автономности, если нет розетки поблизости. Тут же можно переключить режимы производительности, хотя это проще сделать сочетанием клавиш FN плюс Q. Какой режим используется, можно увидеть по индикатору на кнопке включения. Затем вкладка питания позволяет настроить параметры заряда аккумулятора, для того чтобы он не перезаряжался и тем самым увеличить срок его службы. Экспресс-зарядка, чтобы зарядить до 100%, если надо спешить, и также ползунок для включения возможности заряжать мобильный телефон от одного порта сзади, когда ноут выключен. Во вкладке дисплей есть возможность настройки экрана и также ползунок для отключения веб-камеры, хотя для параноиков, заклеивающих ее скотчем, на всякий случай они сделали механическую шторку. Сама камера всего 1 мегапиксель, хотя для веб-конференций достаточно. В параметрах клавиатуры можно поменять функцию верхнего ряда. Отличная идея, если часто используешь горячие клавиши. Я бы сюда добавил еще возможность отключения клавиши Windows, так как она расположена слева и на нее можно случайно нажать во время игры. Сама клавиатура очень удобная, ход приятный, в двух режимах подсветки хватает. Справа располагается порт картридера и один USB. Слева гибридный порт для гарнитуры и один Type-C. Основные порты располагаются там, где должны быть. Разъем питания, USB-порт с возможностью зарядки внешних устройств, HDMI, еще два USB-порта, порт LAN и перед ним разъем Type-C с возможностью подключения монитора и поддержкой Power Delivery. А это значит, что его можно заряжать универсальными зарядками до 100 Вт в автомобиле или даже через Powerbank, тем самым расширяя автономность ноутбука. За это огромное спасибо компании Lenovo, всем остальным на заметку. Поддержки Thunderbolt, к сожалению, нет. За 144 герцовым 17-дюймовым экраном работать и играть очень приятно. В целом для ежедневного использования подходит более чем. Также стоит отметить, что гарантия на него целых 2 года. Для 130-ваттной видеокарты Ryzen 5 серии необходимо достойное охлаждение. Воздух поступает снизу, дальше 2 вентилятора, 3 трубки и медные радиаторы выдувают горячий воздух назад и в бок. Максимальной нагрузки, разумеется, будет шумноват. Сам ноутбук почти 3 кг и килограммовый блок на 300 Вт. Аккумулятор на 80 Вт-часов, поддержка Optimus с энергосберегающим режимом и возможность заряжать его через USB Type-C располагает к тому, чтобы таскать его везде с собой. Шестиядерный 12-поточный процессор от AMD и 3060 карта распаяны на плате, и модернизировать их нельзя. Можно добавить еще один SSD NVMe, так как SATA уже не поддерживается, и увеличить АЗУ. Но в данный момент и эта связка очень актуальна, но об этом подробнее в тестах. Lenovo известный бренд, и игровые линейки не исключение. Выглядит очень дорого и полностью соответствует характеристикам, но до серии Pro не дотягивает. Получает 29,5 баллов, теперь перейдем к тестам. В BIOS одним кликом можно включить разгон, очень удобно и грех не воспользоваться, тем более это доступно на таком уровне до загрузки операционной системы. В тестах становится очевидно превосходство над урезанными 3060 картами. Разница в мощности с настольной всего 40 Вт, это меньше, чем разница с урезанной в Acer Nitro. Неудивительно, что результаты тестов оказываются такими впечатляющими. Показатели немного превосходят неурезанную 1080 от MSI или Cleo, например.
Но еще Legion ощутимо компактнее и легче их. Результаты заносим в таблицу. Итого 91,6. На данный момент это самый высокий показатель. Плюс 20 FPS за дополнительные 45 Вт. Учитывая, что я его купил за 100 тысяч рублей, мы получаем 1092 рубля за FPS и 4 место. И он нам гоняет Nitro с такой же видеокартой. Ну что тут сказать, будьте внимательны при выборе ноутбуков и обращайте внимание не только на модель чипа, а также на его энергопотребление, ведь это тоже важный показатель для производительности. До встречи!